Привет всем! В этом видео я сделаю обзорчик ультразвукового генератора тумана. Данная моделька у меня идет на 4 мембраны. Также они есть на 6, и на 10, и на 12. Ссылочки я оставлю в описании, в зависимости от мощности, которая вам нужна. Данный генератор, он испаряет 2 литра воды в час, то есть каждая мембрана по пол-литра испаряет. И в зависимости от размера вы уже выбираете. То есть 6 будет 3 литра, 10 5 литров и 12 6 литров в час. Там некоторые продавцы пишут, что оно там больше испаряет. Ну, я беру характеристики, которые минимальные указаны, чтобы никого не обмануть. Питается эта моделька, вот здесь написано питание 36-50 вольт. Но все продавцы, которые в комплекте уже продают с блоками питания, то там в комплекте всегда идет на 48 они используют, то есть 36 я нигде не видел. Поэтому я для примера подключу на 48 вольт. Вот она. И здесь у нас 200-ваттный блок питания. Потребляет генератор тумана 150 Вт электроэнергии. С запасом чуть больше берите, чтобы он сильно не грелся. Можно взять 200 Вт, либо 240 Вт. 3 ампера он должен потреблять по характеристикам. А блок питания вот с запасом на 4,2 ампера. Сейчас подключим его и сделаем простенький увлажнитель, чтобы проверить, как он работает. Вот это сверху красненькие. Бывают красненькие, бывают черненькие. Это датчик уровня воды. То есть, когда вода опускается до датчика, генератор тумана автоматически отключается. Но уровень воды нужно держать где-то там от 2 вот минимальный до 5, чтобы лучшая производительность тумана была. Он где-то 5 сантиметров над мембранками, чтобы слой воды был. Потому что когда он уже сильно низкий, уже больше брызг получается. В общем, где-то до 5 сантиметров вы держите уровень воды. Мембраны здесь сменные. Бывают вот такие комплекты. Продаются тоже, ссылочку на них оставлю, на запасные мембраны. То есть можно поштучно брать, а можно заказывать вот такие вот с ключиком. Если ключика нет, то можно просто какой-то пластиной плоско открутить. Вот здесь прорези под ключик. И вы выкручиваете вот эту гайку, и мембрана заменяется. Лучше использовать очищенную воду, дольше прослужит, потому что если вода с солями, водопроводная, то вот эти все соли, вода испаряется, соли остаются на мембране, мембрана быстрее выходит из строя. Ну, не беда, если мембрана из строя вышла, то ее можно заменить, они стоят недорого. Также здесь есть индикатор, вот здесь синяя лампочка будет гореть при включении, так что будет видно, подключено питание, либо нет. И давайте для примера я его подключу. Вот блок питания. Здесь у нас два провода, это в 220 мы будем подключать. И вот здесь 4 контакта, 48 вольт, минус и плюс. Вот мы подключим вот эти провода. Красный плюс, черный минус. Вот, затягиваем минусовой контакт. Вот сюда в минус. А плюсовой контакт. То есть 48 вольт у нас подается постоянного тока. Подключили. И на вот эти две клеммы мы подключим провод с вилкой, чтобы включить в розетку. Вот наш провод. И потом я еще возьму в розетку ваттметр, померяем, сколько он потребляет электроэнергии во время работы. Вот, подключением очень просто. То есть подключили, все готово. Управлять можно в ручном режиме, можно на цепь 220 вольт ставить контроллер влажности, который будет автоматически включать-выключать, потому что, например, вы можете его использовать для увлажнения там, теплицы, либо грибницы будет работать, нагонять нужную влажность. Если на постоянную работу, например, в пруд его опустить, чтобы была дымка над прудом, то он тогда будет постоянно работать, и контроллер влажности уже не нужен. То есть вы уже смотрите по необходимости, нужен он либо нет. Для примера я взял вот ведро с водой. Вода у меня очищенная из-под осмоса. И мы его сюда погружаем внутрь. Сейчас я уберу так вот. Провод длинный. Погружаем в воду. Вот так он под водой. Если вы хотите автоматизировать, то есть уровень воды, чтобы автоматически поддерживался в емкости, здесь емкость небольшая, он быстро испарится, то можно использовать вот такие поплавковые клапаны. Вы сверлите отверстие, ссылочку тоже на него оставлю, врезаете вот так,
Вот так он будет наоборот. И когда уровень воды опускается, датчик отпускается, открывается клапан. Уровень воды набирается и перекрывается. Сюда вода подается, можно водопроводную, можно с осмоса подключить. Здесь внутри резьба, вот этот переходничок под системой обратного осмоса. Можно трубку, которая 6 мм, сюда подключить. И будет автоматически поддерживаться уровень воды. Так, вот я взял удлинитель. И включаем его. Вот так он работает, пар испаряется, но нужно будет сделать крышку, чтобы вот эти брызги не летели. И сделать в крышке два отверстия. Я для примера сейчас покажу. Вот я взял крышку, просверлил два отверстия. Сейчас я еще третье сделаю под провод, чтобы крышку герметично закрыть на ведро. Сюда мы просунем провод. И в одно отверстие мы будем нагонять воздух с помощью кулера, а со второго отверстия у нас будет выходить пар. То есть, если вы хотите его поднимать вверх, то нужно будет сюда подсоединить трубу. Можно отверстие вырезать там 50 и трубу взять канализационную и поднять эту трубу вверх, чтобы пар выходил повыше. Потому что так он будет просто стелиться внизу. И сейчас я сбоку засниму. Очень хорошо сбоку видно пар. То есть я вот вложу улитку. И вот такое извержение получается. Прямо в потолок летит пар. Такой мощной струей. Даже вот такой вот простенький увлажнитель. Но производительность довольно высокая. И вообще прикольно получилось. А если поставить трубу, можно сделать разветвление там в разные зоны. Например, если у вас теплица большая, то вы раздваиваете трубу, ставите тройник, и в одну, во вторую часть вы можете разделить вот этот поток пара, потому что даже 4 мембраны, но пар вообще очень мощный получается. Вот такой у нас сегодня увлажнитель. Ссылочки на все компоненты я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.